Всем привет, друзья! Меня давно не было на ютубе, и многие из вас знают почему. В ноябре 2024 года у меня родилась дочка, и сейчас практически все мое время занято уходом за ребенком. Но я хочу вам сказать, что я занималась не только этим, я еще прошла обучение на психолога. Кажется, я говорила об этом в своем последнем видео. Так вот, я прошла обучение, получила диплом и теперь готова попробовать свои силы в этой профессии. Поэтому я делаю такое объявление. Если у вас есть необходимость, потребность в психологической помощи, я готова вам ее оказать. Что для этого нужно? Я оставлю всю информацию в описании к этому видео в своем телеграм-канале. Пожалуйста, заходите, и вы узнаете, как попасть ко мне на консультацию, если у вас есть такая потребность. Если у вас, например, проблемы в отношениях, если вам грустно, одиноко, если вы не знаете, куда двигаться в жизни, если у вас какой-то кризис на работе, не знаю, в отношениях опять же, или просто вы чувствуете какую-то неудовлетворенность и вы хотите с кем-то поговорить об этом, я готова вам помочь. Что касается уроков русского языка как иностранного, пока я этим не занимаюсь, так как я в отпуске по уходу за ребенком. Но, как вы помните, у нас есть прекрасные преподаватели Анна и Ирина, мои коллеги, и они с удовольствием, с радостью будут вашими преподавателями и будут с вами заниматься, если вы хотите изучать русский или продолжать изучать русский. Мы все работаем по одной методике, поэтому я думаю, что те из вас, кто действительно заинтересован в уроках русского языка, вы можете также связаться со мной, или я оставлю контакты Ирины и Анны также в описании к этому видео, и вы можете подать заявку на обучение русскому языку. Еще один важный момент. Если вы хотите попасть ко мне на консультацию как к психологу, имейте в виду, что я консультирую только на двух языках, на русском и на английском, так как я свободно владею этими двумя языками. Конечно, мне бы очень хотелось владеть свободно как минимум еще двумя языками, но пока у меня недостаточно свободного времени, чтобы изучать другие языки. Может быть, в будущем, я надеюсь, когда-нибудь я смогу освоить испанский, который я очень люблю, французский, который я изучала в университете, но уже подзабыла. А пока это только русский и английский. Те, кто свободно говорят на английском, я также могу проводить для вас консультации, психологические консультации. Итак, еще раз, чтобы попасть ко мне на консультацию, пожалуйста, переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, и там уже вы увидите всю информацию. Вот такие новости на данный момент. Спасибо, что продолжаете смотреть мой канал. Те, кто смотрят старые видео и продолжают по ним изучать русский язык, вам тоже лайк, большое спасибо. И, конечно же, я не заканчиваю с преподаванием русского как иностранного. Во-первых, потому что мой будущий муж иностранец, и он также изучает русский. И наша дочка, я уверена, будет говорить на двух языках. И я также буду обучать ее в последующем. Поэтому моя жизнь все еще связана с преподаванием русского как иностранного, и поэтому будем дальше расти, развиваться во всех направлениях. Желаю вам хорошего дня или вечера, в
в зависимости от времени суток. И до скорой встречи. Пока-пока.